Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Вместо обычных пирожков приготовим супер быстрый заливной пирог с зеленым луком и яйцом. Начинка получается неимоверно вкусная и очень сочная. Мне почему-то кажется, что вы так не готовили, а если готовили, то обязательно напишите в комментариях. Это очень вкусно, рекомендую вам попробовать. В описании под видео указано количество ингредиентов. Понадобится большой пучок лука, у меня прям вот здесь, наверное, 300 или 400 граммов, но у меня с огорода, я не жалею. Если вы покупаете, все равно должно быть не менее 200-300 граммов. Выкладываю лук в миску и добавляю сюда заранее отваренный готовый рис. Затем сюда же соль и молотый черный перец. Больше специй никаких не добавляю, потому что запах лука, он просто неимоверно вкусный, ничем не хочу его перебивать. Все это перемешиваю и вбиваю 3 яйца сырых. Обычно в эти заливные пироги с зеленым луком кладут готовые яйца. Я же делаю именно так и рекомендую вам попробовать. Это будет неимоверно вкусно. Готовлю тесто. 3 яйца вбиваю в миску, сюда же сметана у меня обычная 15% магазинная и соль. И перемешиваю все венчиком. Взбивать не нужно, просто вот так слегка взбалтываю. Муку соединяю с разрыхлителем и просеиваю в тесто. Замешиваю тесто тем же венчиком или силиконовой лопаткой. Буквально 10 минут уходит на подготовку. Самое долгое в этом пироге это время на выпечку. Использую силиконовую форму, я ее ничем не смазываю. Если используете металлическую, смажьте маслом, присыпьте мукой или используйте пергамент. Выливаю на глаз половину теста, а затем выкладываю всю начинку. Ее очень много, и может вам даже показаться, что чересчур много, но поверьте, что в готовом пироге это будет неимоверно вкусно. А вообще количество начинки, конечно, может отличаться в зависимости от того, сколько у вас лука. Разравниваю ровным слоем, слегка так приминаю, чтобы было ровненько, гладенько, и заливаю оставшейся частью теста. Обязательно нужно, чтобы все тесто покрыло начинку, ну хотя если где-то будут какие-то прогалины, то это тоже не страшно. Я аккуратно вот так поправляю лопаточкой и накрываю все тесто. Оно достаточно жидкое, поэтому очень легко можно накрыть всю начинку. Духовка разогрета на 180 градусов, выпекается пирог 40-50 минут. Время выпечки, конечно, может отличаться. У меня сегодня прям не втерпешь, поэтому я его сразу же горячим перекладываю на поднос. Хотя, конечно, в идеале ему нужно немножко остыть, но он очень вкусный в теплом виде, потому что он супер сочный. Тесто это неимоверно нежное. И обычно все уже, конечно, подпрыгивают в ожидании, что мамочка, давай режь. Конечно, дети, скажу, что не все прям так любят, потому что это лук. Маленькая моя, допустим, не особо его ест, но остальным нравится очень. Начинка сказочная просто. Вот попробуйте. Не сравните с тем, когда мы кладем готовые отваренные вкрутую яйца. Она получается просто неимоверно сочная. Надеюсь, рецепт понравился. Если будете использовать, обязательно напишите свои отзывы в комментариях. Всех благодарю за лайки, подписку. Очень ценю вашу поддержку. Желаю всем мира и добра. До новых встреч. Всем пока.